В истории российской денежной системы присутствует несколько эпизодов чеканки монет в других государствах. Из-за денежной реформы 1860 года к началу 1861 года отмечалась серьезная нехватка монет номиналом от 10 до 20 копеек. Поэтому помимо многократного увеличения объемов чеканки в Санкт-Петербурге, был также размещен заказ на чеканку 10, 15 и 20 копеек на монетных дворах Парижа и Страсбурга. Маточники для чеканки монет во Франции были изготовлены на Санкт-Петербургском монетном дворе. На них сохранены буквы СПБ. В целом французские монеты имеют лишь одно отличие от чеканенных в Санкт-Петербурге. На них отсутствуют инициалы мицмейстера под гербовым орлом. Продукция двух французских монетных дворов никак не отличается между собой. Денежная реформа, проведенная Витте в конце XIX века, установила свободный обмен кредитных билетов на золото. Для поддержания данной системы возникла необходимость в чеканке огромного количества золотой монеты. Это потребовало задействования всех мощностей Санкт-Петербургского монетного двора, и поэтому было принято решение перенести выпуск серебряных и медных монет на зарубежные монетные дворы. В период с 1896 по 1898 год весь заказ на чеканку медных монет в 1/4, 1/2, 1, 2 и 3 копейки передается на монетный двор Бирмингема в Великобритании. На монетах сохраняются буквы СПБ и одновременно отсутствуют какие-либо признаки чеканки в Бирмингеме. Лишь в 1899 году удалось наладить чеканку медных монет на Санкт-Петербургском заводе. В связи с этим необходимость чеканить медную монету за границей отпала. Однако Санкт-Петербургский монетный двор возобновил чеканку медных монет лишь в 1902 году. Еще одна монета, чеканка которой была перенесена за рубеж из-за загруженности Петербургского монетного двора в ходе реформы Витте, это серебряные 25 копеек 1896 года. Часть их тиража была отчеканена в Париже. Никаких знаков Парижского монетного двора на них не проставлялось. Однако буква «Г» в дате у парижских монет отставлена дальше от цифры 6, чем у петербургских. Благодаря опубликованным тиражам монет можно отметить, что более 70% из них было отчеканено в Санкт-Петербурге и лишь около 30% в Париже. Также в годы реформы Парижский монетный двор занимался чеканкой российских 50-копеечных монет. Это продолжалось с 1896 по 1899 годы, за исключением 1898. Последние изделия Парижского монетного двора той эпохи – это 1 рубль 1896 и 1898 годов. Все парижские монеты имеют отличительный признак. На гурте, где обычно помещались инициалы мицмейстера, у них находится одна звезда. Кроме монетных дворов Бирмингема и Парижа, чеканкой российских монет в ходе этой реформы занимался также монетный двор Брюсселя. Этим двором были выпущены рубли 1897, 98 и 99 годов. Их отличительным признаком является 2 звезды на гурте, вместо инициалов мицмейстера. В последний раз в истории Российской империи заказ на чеканку монеты на иностранном монетном дворе был размещен в 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны. Согласно сведениям Госбанка, уже к началу 1915 года из обращений полностью исчезла золотая монета, а к осени того же года стала наблюдаться нехватка серебряной банковской монеты. В некоторых городах, таких как Варшава, Люблин и Рига, из обращения пропали даже медные монеты. Люди стремились запастись серебряной и медной монетой, выглядящей в их глазах более надежным способом вложения средств, чем обесценивающиеся государственные кредитные билеты. Из-за нехватки монет начали вводиться денежные суррогаты, бумажные марки наподобие почтовых, но с подписью на обороте, имеют хождение наравне с медной монетой. Чеканка монет в таких условиях имела целью минимизировать последствия экономического кризиса и насытить обращение разменной монетой. Петроградский монетный двор не справлялся с объемами работы, поэтому было принято решение заказать часть тиража 10 и 15 копеек за границей.
Выбор Японии был продиктован тем, что из Великобритании и Франции, где ранее размещались такие заказы, доставка монет в военное время была невозможна. В то же время из Японии доставка могла быть легко осуществлена по недавно построенному Транссибу. Отличительной особенностью монет 1916 года, отчеканенных в Японии, является отсутствие инициалов мецмейстера под гербовым орлом. «1 февраля 1924 года Великобритания признала СССР. Примерно тогда же была достигнута договоренность чеканки на британских монетных дворах советских монет номиналом 5 копеек и 1 полтинник, по 40 миллионов штук каждого из двух номиналов. Монеты требовались Советскому Союзу для завершающего этапа денежной реформы. Ленинградский монетный двор, несмотря на помощь завода «Красная Заря», не справлялся с гигантскими объемами чеканки. Для Королевского монетного двора Великобритании это соглашение оказалось выгодным, поскольку на тот момент у него почти не было заказов, и выполнение заказа для СССР позволило ему избежать убытков. Основную часть заказа 5-копеечных медных монет выполнена фирмой Kings Norton Metal Company Limited из Бирмингема. Ей помогали монетный двор Бирмингема и Королевский монетный двор в Лондоне. Различий между продукцией этих трех предприятий не обнаружено. Тем не менее, британские пятаки отличаются от тех, что были отчеканены в Ленинграде. Наиболее заметным признаком английской чеканки является выпуклый земной шар на гербе, но на этих монетах шар часто затерт, что не позволяет оценить степень его выпуклости. Договор о чеканке советских полтинников на Королевском монетном дворе в Лондоне был заключен 10 апреля 1924 года. Предусматривалось, что правительство СССР предоставит рисунки монеты, а монетный двор изготовит по ним модели. При этом разрешалось вносить мелкие изменения в дизайн, чтобы улучшить внешний вид монеты. Когда художник Кругер Грей уже создал маточники для полтинников, из Москвы внезапно прислали другие маточники и сказали, что полтинники необходимо сделать с их использованием, чтобы монеты были идентичны изготовленным на Ленинградском монетном дворе. По мнению руководства Королевского монетного двора, присланные из СССР маточники были гораздо хуже британских. Начались споры между монетным двором и торгпредставительством. Находившийся в тот момент в Великобритании управляющий монетным пределом Ленинградского монетного двора Петр Латышев осмотрел маточники, присланные из СССР, признал их неудовлетворительными и настоял на третьем варианте – использовать тот образец монеты, который он привез из Ленинграда сам. В результате монеты британской чеканки все-таки отличаются от изготовленных в СССР. Наиболее заметной деталью является голова рабочего. На британских полтинниках она меньше по размеру, а на ленинградских крупнее и сильно наклонена вперед. Еще одним отличием является подпись на гурте. Там, где на ленинградских полтинниках находятся инициалы Петра Латышева, на британских указаны инициалы ТР – Томас Роуз. По должности Роуз являлся химиком и пробирным мастером, то есть отвечал за пробу металла и весовой контроль монет. Руководство Королевского монетного двора надеялось получить новый заказ на чеканку полтинников в 1925 году и предлагало все-таки использовать для нее британский вариант маточников. Но советское правительство посчитало, что Ленинградский монетный двор уже способен справиться с объемами чеканки монет, и новых заказов за рубежом больше никогда не делал.